Если кто-то спросит меня, что самое тяжелое в дальнем путешествии, я отвечу: перелет и все сопутствующее. Весь этот нервяк с погрузкой велосипеда, прохождением таможни, получением багажа по прибытию, поиском такси и дорогой к гостишке. Ты нервничаешь, что будет перевес, что докопаются до рюкзака, запакованного в коробку с велосипедом, что поскользнешься, сломаешь ногу и рептилоиды захватят землю. И все это во время твоего перелета. Я нервничаю. Не знаю почему, но я нервничаю. Очень сильно. В этот раз все началось из рук вон плохо. Такси, которое я заказал за сутки, заранее, не то что не приехало вовремя, а вообще не появилось. И когда позвонил в фирму, мне сказали: «Машинка не найдена. Будете ждать или отменяем заказ?» Отменяем? Да вы что? Вы что творите? Я же заранее заказал. Мне же в аэропорт. Ребята, вы что? Не найдено. Будете ждать или отменяем заказ? И это Панда Такси. Нормальная некогда фирма. Повесив трубку, я судорожно начал искать другие варианты. Слава богу, Яндекс.Такси пришла на помощь, и я таки успел на рейс. И вот уже Германия, пересадочный пункт, вещи давно взяты, велик загружен. Расслабься, Валерка. Но мне было неспокойно. И, как оказалось, совсем не зря. Я потом расскажу, что здесь было. Это просто жопа, ребята. При пересадке на основной рейс во Франкфурте меня стопорнули по причине того, что якобы был не оформлен велосипед. На мои аргументы о том, что как же так, его же взяли в Риге в багаж, отвечали, что знать не знают, мол, покажите чек. Какой к чертям чек? Вы о чем? Вся инфа есть в компьютере. Но смуглая девушка бормотала с индийским акцентом, что оплаты не видит, и, следовательно, велосипед лететь не может. Мы бодались минут 10, пока не пришла менеджер и не решила ситуацию, указав работнице на ее ошибку. Фу, блин, да что за день? Но, как оказалось, это были лишь цветочки. Затем смуглая работница попросила штрих-код, приходящий на телефон после того, как оформишь разрешение на въезд в Доминикану. Каюсь, я забыл о нем. Но это было не критично, так как на официальном сайте Доминиканы указано, что ты можешь оформить декларацию и в самолете, и непосредственно по прилету в страну. Видя, что что-то не так, ко мне подошли наши русские ребята и взялись помочь мне быстро заполнить декларацию, так как индуска отказалась пускать меня на борт, а посадка уже началась. Но, как по закону подлости, доминиканский сайт завис, и мы были бессильны. «Тогда вы не полетите!» «Как не полечу? Позовите менеджера!» Люди тем временем проходили мимо, и очередь редела. Вместо девушки, исправившей ситуацию с велом, пришла крупная немка и равнодушно сообщила, что да, если декларация не заполнена, то полет отменяется. Мы начали возмущаться, а девчонка, бывшая в компании с ребятами, помогавшими мне, попыталась зачитать ей официальную информацию с сайта. Но немка даже не стала слушать и, равнодушно отвернувшись, отошла, будто нас и не было. И вот людей почти не осталось, лишь мы с ребятами. И вдруг один из них крикнул: «О, пошло! Валерка, сайт заработал! Крикни ей, чтобы отозвала выгрузку твоих вещей с самолета!» Он быстро набирал в телефоне данные, путая города и локации, вбивая лишь бы что, ибо никто ничего не проверяет. Всем плевать, это пустая, тупая формальность. И важен лишь полученный штрих-код. Пережитый стресс был так силен, что предстоящая поездка вызывала тошноту и отторжение. Я не хотел ничего. «Валерка, не грусти! Накатим в самолете, все будет хорошо!» Я оглянулся на ребят. Они улыбились мне, родные, свои. И решил, что да, накатим. И действительно, все будет хорошо. Меня реально спасли ребята, просто спасли. Вот. Но главный герой... Еще раз. Но главный герой не хочет показываться. В общем, если бы не эти ребята, вот не эти ребята, и еще ни один человек, который хочет остаться инкогнито, я бы пропал. Я бы просто пропал. Не было бы хана.
Сейчас мы сидим и нелегально накатываем коньяк. Вот. Ехал бы во Франкфурт на велосипеде. Вот он. Короче, если бы не он, я бы пропал. Я бы просто пропал. Он заполнил мне всю анкету, оставался со мной до последней секунды, пока меня наконец не пропустили на рейс. Вот. Это мой герой. Я сказал, дашь фотографию, положу в кошелек, буду носить у сердца. Такие, ребята, дела. Еще раз поблагодарив ребят за помощь и попрощавшись с ними, я двинулся в сторону такси. Я заплатил ему $25. Я говорю 20, такой, 25. My friend in Dominica. Ты хитрожопый чувак. Окей, бай. Sí, y viene saliendo a las 7 y pico. Ya eso no vale la pena. Короче, договорились, он говорит 25. Я говорю нет, 20. Он такой, давай договоримся 25. Я говорю, хорошо, 15. Он такой, 25. Я говорю, хорошо, давай 20. Полчаса торговались, не уступил ни копейки. Сучий потрох. Пришлось платить ему $25. Ну, ребята, я хочу добраться поскорее до отеля и все. Тут 16 километров ехать. Вот. Я просто рад, что я уже наконец чуть не сказал дома. Еще в гостишку не вселился. Вселюсь в гостишку, тогда будем говорить. En 600 metros, en la rotonda, toma la segunda salida y continúa por Boulevard Montagana. Отель, забронированный мной, назывался Seven Beaches, то есть 7 пляжей, и соседствовал с десятком подобных. Номер стоил $25, совсем недорого, наверное, в силу того, что до пляжа было километров 15. Меня это устраивало, я не собирался задерживаться, пару дней акклиматизации и в путь. Вот она комната, гостиная, правильнее сказать. Холодильник, плита, кран, шкафчики, пожалуйста, вилки, ложечки, все есть. Это наши вещи, которые нужно разбирать, собирать. Я взял с собой пешеходный рюкзак, потому что дома уходить в пешие походы тоже. Надо будет как-то упаковать, умудриться в мой велорюкзак, что, конечно же, добавит объема. Вот он, мой спаситель-кондиционер. Спасибо тебе, что есть, дружище. И увеличить унитаз. Зеркальце. Раковина, бумага, мыло, все есть. Фен есть. Но если мне захочется свои волосы подсушить. А, тут маленькая особенность. Обратите внимание. Унитаз заполнен водой. Что в некоторые весьма ответственные и, не побоюсь этого слова, неловкие моменты может сказаться против тебя. Не очень приятно, когда тебе брызгает что-то на задницу. Но я пока этого не испытал, скажу вам честно. Однако не теряй надежды на сегодняшний вечер. Такие дела. К счастью, я к этому был готов. Ну да, накупил переходничков. Такой переходничок. У нас появляется вместо одной 3 розетки. И переходник для того, чтобы можно было пользоваться нашими штекерами. Сейчас мы его принесем. Так, тут мы будем заряжать USB-шки. Неплохо держится, ладно. А здесь уже получше. Сумочка. Вот здесь, смотрите, у меня провода лежат, видите? Вот, в этом отделении. Здесь пропеллеры для дрона. Что там можно еще положить? И здесь тоже зарядки и все прочее.
Удобная. Так закрывается, застегивается. Прикольная сумочка. Покупал на Алиэкспрессе. Сколько она стоит, не помню. 12 евро, что-то такое. Ну, реально классная. Рад, что у меня есть. Егорка, привет, дорогой. Ну вот я на месте. Я в Доминикане. Что сказать, братка? Пока впечатления размытые, нечеткие. Доброе утро, последний герой. Доброе утро. Привет, страна. Поэтому одно дело, ты там 200-300 едешь в день, типа, с кафешками, со всякими хостелами, а другое дело, ты вот так вот, ну, чисто вообще автономно фигачишь. Короче, не хочу никого ни с кем ничего сравнивать, потому что путешествия у всех разные, цели тоже разные, люди все разные, и нафиг, короче, всю эту фигню. Так что вот такие пироги. Ладно, давай, удачи, я тоже погнал. Андрюха Идунов, путешественник. Андрюха сейчас идет свой очередной далекий маршрут. Не буду говорить какой, мало ли. Хотя, когда я вернусь, он, скорее всего, уже вернется. Хотя, опять же, не факт. В общем, Андрюха снова в пути. Андрюха снова в путешествии. Что, ребята, кушаем? Кушаем, собираем велосипед. И надо проехаться по городу, посмотреть, что как. Надо закупить было бы еды простой, риса, там, не знаю, каких-то круп, может быть, масло купить подсолнечного, что-то в этом роде. Вот. Чтобы быть готовым двигать в путь. Так, наша задача сейчас поставить на эти сандали так называемый шип. По-моему, шип называется. Вот эта металлическая пластина, с помощью которой можно будет сандали встегивать в педали, в клипсы. У меня педали, с одной стороны, там классическая топталочка, просто ну, как простые педали, самые обыкновенные. А с другой стороны, так называемая клипса, в которую встегивается ботинок. Если у него установлены, конечно же, шип. Вот сейчас мы эти шипики, по-моему, это шип называется, сюда и вставим. Заглушку снимем. И у нас готов сандалик. Использовать его с клипсами. Я не раз говорил, что в каждой поездке, в каждом путешествии есть некий момент истины, щелчок. Когда ты понимаешь, не умом, умом знал всегда, но сердцем, что все началось, все взаправду. Для меня этим щелчком стал гул вентилятора, и по телу разлилась слабость. За окном чужой мир, и скоро ты окунешься в него с головой, парень. Что ждет тебя там? Скоро узнаешь. Болтик чуть не потерялся, открутившись. И я вспомнил другой, сломанный на Памирском тракте. Один болтик, крохотный, маленький, и путешествие под вопросом. А если совсем далеко от цивилизации, то, возможно, и жизнь. Как тонко все, и как часто, сами не понимая, ходим по грани. Как эфемерна наша жизнь, и как редко мы об этом задумываемся.
Ну что ж, поехали в магазин. Вот мы проехали, короче. Видите, там сзади будка охраны? Вот мы оставили позади. Выезжаем в город. Поверните налево. Было пасмурно, и я одел майку с короткими рукавами. А сейчас солнце. Сгорю к чертям. Лох, это судьба. Блин. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go. Нам нужна вода. Причем большие бутылки, чтобы с собой потом можно было и брать. А это маленькие. Будем покупать колу, потом будем выливать напиток этот и заливать воду. Сейчас закупим хавчики, и все будет как надо, ребята. 2,5 литра. То, что нужно. Берем их. Берем для воды емкости. Ну все, ребята, я пришел, сейчас буду брать карточку. Карточку лучше покупать у мобильного оператора Claro. Максимальный пакет интернета – это 5 гигабайт, который действительно на 5 дней, а потом нужно продлять. Еда есть – это одно из самых главных. Теперь я плюс-минус спокоен. Простите, мало поснимал, там нельзя снимать, я втихаря снимал. No, you got one? Окей. Девчонка сказала на ломаном английском, что не выспалась и не выщипала брови, поэтому плохо выглядит и стесняется. Просто милаха. Доминиканцы начинали мне нравиться. Короче, перекушу. Буду сидеть чисто так в велосипедном стиле, в стиле велопутешественника. Сидеть на улице и хавать. Итак, что мы взяли? Какая-то беренена куисада. Неважно. Похоже на кабачковую икру. Нагретую. Сосисоны. И рис. Рис обошелся 84 местных, не знаю, песо или что это. Это получается чуть больше евро. Евро 68 стоит. Салатик-салатец за 51, меньше евро. И еще взял какой-то, я не знаю, подливки. Посмотрим, что это за подливка такая. Вкусно! Рис с черной фасолью. Вкусный, вкусненький. Вообще еда по вкусу похожа, как сказать, на нашу. То есть ничего такого этакого, сильно отличающегося я не чувствую. Вкусно, сытно, хорошо. Подливка похожа по вкусу на хумус. Знаете такой хумус? Фасолевый. И подливка похожа на него очень. Едем в сторону моря. Тут километров 5, меньше. Я поел. И теперь очень счастливый. Счастье простое, ребята. Мне не терпелось увидеть океан. Настоящий, красивый. Я представлял, что он будет как на картинках, которые смотрел в детстве в немецких толстющих каталогах одежды и турпутевок. В Союзе такие не продавались, но отец умудрился их где-то достать, и вечерами в свете бра я смотрел на фантастически бирюзовую воду и красивых людей. Холеные мужчины и женщины улыбались мне недостижимо белозубыми и немного дурачковатыми улыбками. И, странное дело, я чувствовал некую боль предвидения, заранее зная, что у меня никогда не будет такого. То есть, как всякий ребенок, я верил,
и даже знал, что стану богат, знаменит и совершу много великих дел. Но в сердце занозой сидело знание, что именно такого, как в журнале, не будет. Я не окажусь на океане с красивой женщиной. Мои дети не будут плескаться, обняв руками надувной разноцветный круг. И этот мир беспечных, ухоженных и счастливых белозубых людей, он не станет моим, даже если разбогатею. Судьба приготовила мне что-то другое. Может лучше, может хуже, но не такое. Именно поэтому, добравшись вскоре до пляжа, я не улыбался. Память открыла старую дверь, из-под которой сочился мягкий свет. И там был вечер, и 11-летний мальчишка, стоявший на коленях у кровати, на которую взгромоздил толстенный каталог. Я видел то, что видит он, а он то, что вижу я. Мы будто слились воедино, прошлое и настоящее. Казалось, океан залит светом нашей домашней лампы. И чудилось, если задеру голову, то увижу там, над облаками, очертания детского лица, рассматривающего меня, словно картинку в каталоге. Morning to night, I stayed out of sight. Didn't recognize I began. No more than a line, I barely survived. In a word, overrun. I murmured a vow of silence, and now I don't even hear when I think aloud. Won't hear a sound from my mouth. I've spent too. Вы спросите, почему не искупался? Дело в том, ребята, что это должно было быть как причастие, первый поцелуй. И мне хотелось сделать это в другом месте, где не будет людей, и я буду наедине с океаном. Ну вот, ребята, я буду здесь сейчас. Короче, Ребзя, ну что? Надеюсь, ничего не подхвачу. Dominican Republic. Yeah. Yeah. Кто красавчик? Я красавчик. Что-то какая-то вялость. Нет сил даже вещи собирать. Но надо себя заставить. Надо. Проснись, мистер Грин. Проснись. Я проголодался и решил, что хороший ужин уничтожит слабость, слегка меня беспокоившую. Прочувствовав сегодня влажную, жаркую духоту, понимал, что поездка не будет легкой прогулкой, но надеялся на быструю адаптацию. В суете последней пары недель я совсем забыл, что не так давно едва доходил до толчка и вызывал скорую, слегши с короной. А после нее слабость может держаться полгода. Щабаська. Я б тебя погладил, мне же надо кушать будет. Мне же надо будет кушать, малышка. Кто такой? Кто такой, малыш? Кто такой? Есть кто живой? Оу! Хай! Короче, ребята, голодные. Надо покушать. Меню. You have menu? Меню? What do you want? What do you want to eat? Ah. Oh, you speak English? Rice, yeah. You speak English? Oh, good. Rice, I'm filming. It's okay? I'm filming. It's okay?
I'll make you famous. Окей. Хочу нормально поесть, чтобы не париться особо сейчас с готовкой. Хай. Очень добрая, хорошая тетушка. Мне она нравится. Она реально добрая, реально такая классная. И почему-то мне кажется, что так вот ассоциация с Кубой. Не знаю, почему возникает. Ладно. Сейчас заплачу деньги, настроение испортится. $5, блин, жалко. Но, ребята, я не хочу сейчас готовить. Я сейчас не хочу... это долго, это парит. Там мрачно в номере, темно. Я хочу просто так перекусить. Короче, собаку прогнали полотенцем. Она вот вернулась, бедная, такая ласковая собака, гляньте. Я с ней поделюсь своей едой немножечко. От меня не убудет, а собачке будет приятно. Гляньте, что она, гляньте. Гляньте, какая милая. Соботятина, все будет хорошо. Все будет хорошо. Смотрите. Все будет хорошо, собака. Я тебе обещаю. Я тебя накормлю. Thank you. Muchas gracias. Esa. Чао. Поднимаясь по лестнице, я почувствовал, что начинаю задыхаться. Тело вялое, ватное, будто из него вытащили кости. Остаться еще на сутки. Это было так заманчиво. Но я увидел океан. Он был прекрасен. И мне не терпелось разбить лагерь где-нибудь на отшибе, оставшись с ним наедине. Ладно, завтра посмотрим. Утро вечера мудренее. Спать. Подъем. Умыться. Дособирать вещи. И в путь. Go, go, go. Одним из основных табу для туристов в Доминикане является питье любой воды, кроме бутилированной. Водой из крана не рекомендуется даже чистить зубы. Она считается чисто технической. В принципе, есть сладков на улице тоже не рекомендуется. А о том, чтобы ночевать в палатке, вне отелей, и говорить не приходится. Но я понимал, что последними двумя постулатами придется пренебречь. И был к этому морально готов. А что касается воды, то нет, ребята, увольте. Нет, сэр, нет, мэм. Спасибо, не надо, до свидания. Зайду попозже. Так. Пешеходный рюкзак на 70 литров. Металлическую раму, которая держит ему спину, я засунул в белый рюкзак. А сам пешеходный прицепим сверху. Блин, такая конструкция получается дебильная. Да, вот чем хороши наши отечественные российские велосипедные рюкзаки. Сколько не запихаешь, а можно еще больше. Кстати, это Мираж 80. Есть такая фирма снаряжения. Она выпускает разную походную экипировку и велосипедные рюкзаки. Вот у меня Мираж 80. Они есть разных объемов, есть 45 литров, есть 60. Вот это 80, но это 80 плюс, то есть как бы здесь 80 литров, и плюс можно еще здесь стенки, еще есть запас материала, который можно раскрыть и засунуть больше вещей. И, соответственно, у меня он полный, как вы видите, и плюс этот рюкзак. И я не знаю, какой сейчас объем, сколько здесь всего напихано. Он этим и хорош, сколько не пихай.
еще будет место, еще найдешь место, чтобы что еще дополнительные вещи запихать какие-то. Вроде запихнул уже все, что можно. Вот. Кажется, больше нету места, а надо еще что закинуть. И все равно ты это место найдешь. Понимаете? Ну что? Присели на дорожку. Признаюсь, мне стало не по себе. Не раз слышал, что Доминикана довольно опасна за пределами туристических зон. Но на фоне Гаити это цветочки, а я рассчитывал по итогу вклиниться туда. Вот came. Что придет, то придет. В путь. Выйдя на улицу, я оказался в парной и ощутил мгновенно подступившую слабость. Дышать было тяжело. Город, отданный на растерзание жаре, казалось, вымер, обезлюдил. Залезь в бассейн, освежись, Валерка. Давай же, ну, а потом поедешь. Искушение было велико, но я понимал, что это меня подломает. И так никуда не уеду. Давай, соберись, парень, соберись. Won't somebody tell me? Answer if you can. I want someone to tell me what's the soul of a man. I'm going to ask a question. Answer if you can. Will anyone here tell me what is the soul of a man? I want someone to tell me. Answer if you can. I want someone to tell me what is the soul of a man. I've traveled different countries, traveled in furthest land. I haven't found one to tell me what is the soul of a man.